создавать рамки для поведения, и в том числе курение, как, например, часть маскулинности, или как норма поведения, например, у мужчин может создавать условия для того, чтобы формировалась зависимость, и для того, чтобы человек продолжал курить, несмотря на какие-то там информацию, которую он получает, например, о вреде. Вот. И, безусловно, вклад в понимание психологической стороны поведения внесли там ранние эксперименты и теория научения оперантного обуславливания Скиннера, вот, который разработал, да, теорию того, как наше поведение фактически сделал такую теорию дарвиновского отбора только в виде поведения, когда мы что-то делаем, и наше поведение приводит к каким-то результатам или не приводит к каким-то результатам, и те результаты, которые положительные, они заставляют нас повторять то поведение, которое к этим результатам привело. Да? И в плане положительного подкрепления, например, я здесь привел, это возможность решать в процессе курения какие-то вопросы, да? Или, например, когда-то было такое там, в белорусской армии, я думаю, что в советской армии, когда если солдат курит, то у него есть перекуры, если не курит, то работает. Да? Вот. Ну и, соответственно, да, это очень мощное положительное подкрепление, да, для того, чтобы начать курить, вот, и продолжать. Да. Кроме того, это возможность сделать вообще перерыв. Мало кому из людей, вот если мы берем большую популяцию, нравится работать. Да, вот. Перекур – это возможность легально оторваться от этого дела. Вот, потому что если человек не курит, то как бы просто пойти подышать воздухом, скорее всего, это не будет одобряться в офисе. Да? Человек работает, все, я устал, через час пойду 15 минут или 10 минут подышу воздухом. Скорее на него коллеги и начальство посмотрят косо, да, и это снизит его перспективы работы в этой организации. А если человек скажет, мне надо покурить, то общественное мнение, да, понимает, что он зависимый, что ему надо, и на это смотрят положительно. Тем более, что он с начальством вместе может пойти покурить, которому тоже надо часто это сделать. Да, и это подкрепление, да, как избегание неприятного чего-то, да, работы. Это наказание, да, если человек, особенно в подростковом возрасте, если человек отказывается покурить, например, в группе какой-то, да, вот группа близких сверстников говорит, вот мы сейчас курим, а человек, который говорит, нет, я не буду, это повышает вероятность остракизма его, да, а это мы знаем, что для нас, как социальные существа, это серьезная неприятная эмоция, да, отвержение, и поэтому угроза таким наказанием создает повышенную вероятность употребления. Вот. Ну и да, человек перестает себя чувствовать частью группы. Вот. Ну и, безусловно, главным компонентом курения и табака является никотин, главным в смысле формирования зависимости. Да, и про действие никотина мы очень давно и достаточно хорошо знаем. Никотин действует на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы, и эти рецепторы располагаются в большом количестве нейронов, но с точки зрения зависимости для нас важно, что эти рецепторы располагаются на дофаминовых нейронах в системе вознаграждения. И, соответственно, когда активируются эти рецепторы, усиливается дофаминовая передача, и это активирует систему вознаграждения и заставляет человека повторять в будущем. Это такой острый эффект. Да? Человек принял и сразу же получил этот положительный эффект. Вот. Но непосредственно кроме дофамина есть еще другие нейромедиаторы, да, никотиновые рецепторы есть на глутаматных путях, и глутамат это тоже один из активирующих нейромедиаторов, и повышение уровня глутамата в синапсах тоже увеличивает активность, и это, собственно, обуславливает отнесение никотина к группе психостимуляторов, как к группе веществ. Вот. И
Это снижает активность гамк-рецепторов, гамк-системы. Гамк — это тормозной медиатор, да, и, соответственно, получается такой взрыв активации через разные механизмы одновременно, если мы говорим об острых эффектах никотина. Но кроме этого есть еще пролонгированные, да, вот, в виде десенсибилизации к действию никотина. Что это означает? Это означает, что при повторном употреблении человеку нужна большая доза для того, чтобы получить тот же самый эффект. Вот, и это заставляет человека в большем количестве этот никотин потреблять. И особенно это важно в формах быстрого доступа никотина, потому что, например, если никотин поступает через пластырь, да, или какой-то другой способ, который не предусматривает быстрого наращивания концентрации, то вот этот механизм десенсибилизации, он работает гораздо слабее, а форма курения через дым, она как раз предполагает быструю десенсибилизацию из-за большого градиента концентрации. Вот. Увеличивается число ацетилхолиновых рецепторов, и это приводит к тому, что при абстиненции организм становится более чувствителен к никотину, и появляется вот это чувство первой выкуренной сигареты, которая после абстиненции ночной у людей, которые курят. Да, мы знаем, что вот говорили о том, что вроде как у курящего эффект удовольствия снижается со временем, но у любого активного курильщика, если вы спросите, то самое приятное — это утренняя сигарета, потому что во время сна никотинное количество уменьшается, да, а количество рецепторов, которые требуют никотина, оно выросло, оно увеличилось, и это вот этот эффект, он очень сильный, закрепляющий. Вот. Изменяется синтез некоторых белков, которые активизируют нейротрофический фактор в головном мозге, и никотин приводит к тому, что синтезируются некоторые другие белки. Вот этот дельта-фос-би — это белок, который в нормальной форме в такой форме почти не присутствует в нейронах, и именно под действием никотина начинает синтезироваться. В норме синтезируется просто фос-би, который гораздо слабее активизирует нейротрофический фактор BDNF, а вот этот дельта-фос-би, он имеет более длительный период полувыведения, разрушения, и BDNF-фактор синтезируется дольше и активнее, и это приводит BDNF-фактор связан с запоминанием, с закреплением поведения, и поэтому вот это закрепление становится более активным, повторяющегося поведения, связанного с курением. И в целом увеличивается чувствительность к сигналам, связанным с курением. И следующая часть — это негативное подкрепление, которое связано с тем, что повышенное количество никотина становится нормой для организма, и абстиненция, и уменьшение никотина вызывают сильные неприятные ощущения, усиление раздражительности, усиление тревоги, и поступление повторное никотина вызывает уменьшение этого состояния, уменьшение тревоги, уменьшение раздражительности. В том числе за счет того, что во время абстиненции никотиновой усиливается выброс кортикотропин-релизинг фактора, который связан с синтезом кортизола, с синтезом норадреналина, и дальше, то есть увеличивается количество кортизола и норадреналина тогда, когда человек перестает курить, и когда он возобновляет, да, поступает вновь никотин в организм, уровень кортизола снижается, человек чувствует облегчение. Но, что важно, на формирование зависимости от сигарет влияет не только никотин. Например, есть целый ряд веществ, которые по механизму действия напоминают ингибиторы моноаминоксидазы. Это группа антидепрессантов, которые за счет этих веществ снижается скорость метаболизма никотина в синапсе, и пролонгируется и усиливается эффект никотина, увеличивается количество дофамина, которое выплескивается в синаптическую щель. Ацетальдегид в организме, мы все знаем про ацетальдегид как продукт метаболизма алкоголя, но он тоже содержится и в никотине, в сигаретах, прошу прощения.
Он трансформирует некоторые вещества, например, соленол в синапсах, трансформируется в синапсах в соленол, который является агонистом опиоидных рецепторов, то есть активирует эндогенную опиатную систему еще. Есть другие алкалоиды в табаке, которые сами по себе малозначимы, но они за счет того, что часть рецепторов закрывают, они усиливают действие никотина. Вот. И, например, часто нитратные или аммонийные соединения добавляют в сигареты, которые повышают pH, делают более щелочным сигареты, и из-за этого никотин становится в свободной форме, становится более доступным и легче проникает через гематоэнцефалический барьер, и из-за этого усиливается его эффект. Ну и в связи с этим я поискал, посмотрел данные о том, какое количество людей, которые пробуют какое-либо вещество, потом в будущем становятся зависимыми. И если мы посмотрим, например, среди тех людей, которые хотя бы раз в жизни попробовала экстази или MDMA, потом зависимыми становятся около 6%. Это данные, я не могу сказать, что это со всего мира данные, да, это данные американские. Вот, вероятно, они из-за разных социальных факторов отличаются, но уровень приблизительно понятен. Да, 6% людей становятся зависимыми. Среди тех, кто попробовали амфетамины, хотя бы раз в жизни, до 13% людей потом становятся зависимыми. Каннабис 9%, да, кокаин 20%, алкоголь да, тоже чуть выше 20%, и даже героин, как вы видите, по количеству людей, которые становятся зависимыми после единственной пробы в жизни, это около 30%. А никотин – это безусловный лидер по конвертации. Да? Если мы говорим словами маркетинга, да, воронка продаж никотина очень эффективная. Фактически, если мы заставили каким-то образом, любыми уловками человека хоть раз покурить, то с вероятностью 70% он потом в будущем станет нашим постоянным клиентом. Да, вот. И это очень, очень заманчивая, да, такая воронка, и, соответственно, проблема, почему во многих странах после какого-то уровня не снижается количество курящих, как раз из-за того, что очень высокая конвертация, в том числе высокая конвертация пробующих в людей, которые потом курят ежедневно. Вот. Какие есть подходы в отказе от курения, я просто перечислю немножко с описанием механизмов действия препаратов и не только препаратов. Препарат бупропион в странах Центральной Азии недоступен, из нашего региона, по-моему, доступен в Молдове, точно доступен в Польше, доступен в Украине, в Литве, в Латвии. В странах Центральной Азии недоступен. Нет, рецептурный. В России запрещен, в России считается наркотиком. Да, действует через разные механизмы, он увеличивает количество дофамина, усиливает дофаминовую передачу и таким образом снижает тягу. Цитизин и варениклин – очень похожие препараты. Первый появился как растительный препарат, и он доступен как раз в большом количестве стран, в том числе, например, в Беларуси без рецепта, и во многих странах он доступен без рецепта. Он под названием Табекс много где продается. Доказанно эффективный препарат, действует через агонизм с никотиновыми, ацетилхолиновыми рецепторами. Каким образом он действует? Он цепляется к тем же рецепторам, которые цепляется никотин, он их активирует не так сильно, как никотин, и в то же время, если человек покурит, не дает никотину связываться с этими рецепторами. То есть он как конкурентный антагонист работает, хотя сам является агонистом, то есть он активирует, но он активирует не очень сильно, но в то же время является конкурентным антагонистом, то есть он не дает, он выигрывает конкуренцию в борьбе с никотином, когда присутствует в организме.
Ну и сам никотин. Да? Мы знаем, и большое количество исследований показывают, что если человек принимает никотин в какой-либо форме, например, там, пластыри или жевательные резинки или спреи, да, вот если мы говорим как лекарство, то никотин является эффективным способом уменьшения курения. Есть неправильный, условно говоря, никотин, хотя даже по поводу него, например, FDA в январе 2025 года сделала заключение, что паучи являются менее вредными, чем курение, да, и это было одно из больших событий. И я попытался сопоставить такой краткий, сделать табличку соотношения рисков, связанных с различными формами поступления никотина альтернативными сигаретам. Да? Если мы говорим про токсические биомаркеры в крови, то у людей, которые используют вейпы, уровень токсинов снижается от 50 до 95%, характерных для курения. При использовании снюсов в целом токсины, характерные для курения, в крови практически отсутствуют. Могут быть повышенные уровни нитратов. И это как раз то, в том числе, о чем я говорил, что в сигареты добавляют производители нитритные соединения, нитраты для того, чтобы pH повысить. И в снюс тоже иногда могут добавлять. В паучах нету никаких из таких веществ. Да? Если говорить про респираторный риск, то от вейпов нету признаков повышения хронической обструктивной болезни легких, да? Хотя иногда как побочный эффект бывает более частый кашель. Вот. У снюса нету легочных рисков. И у паучей иногда зарегистрировано раздражение слизистой у некоторого количества пользователей. Вот. Сердечные сосудистые риски у всех не повышаются, за исключением того, что может повышаться частота сердечных сокращений, когда непосредственно никотин поступает в кровь. Ну и по онкологическим рискам большинство альтернативных продуктов, если говорить мы про вейпы, снюсы и паучи, не повышают онкологические риски. Есть немедикаментозные подходы, например, 5A, да, опросник, разработанный Всемирной организацией здравоохранения, и ей рекомендованный. Я ускорюсь, прошу прощения, потому что забираю уже чье-то время. Да, и там же описано, какие должны быть рекомендации. Они должны быть четкими, понятными, достаточно настойчивыми, должны быть персонализированными. Консультант должен сказать, почему именно вам надо перестать. Вот у вас болит нога, у вас, наверное, артрит и артроз, да, и поэтому именно вам надо перестать, да, курить. И важно выбирать дату, важно конкретизировать, потому что просто какие-то абстрактные пожелания, они часто не работают. И завершая, курение – это сложный процесс, да, который состоит из большого количества компонентов. Есть медикаментозные механизмы помощи, есть немедикаментозные. Да, и использование как бы не медицинских продуктов, но содержащих никотин и имеющих меньший вред, это вполне себе укладывается в логику, в том числе и медицинскую, и врачебную, с идеей сохранения здоровья, увеличения здоровья. Спасибо. Спасибо большое. Давайте один вопрос какой-нибудь зададим, а остальное обсудим немножко позже. Пожалуйста, вопросы. Спасибо за презентацию. У меня один вопрос. Есть ли волшебная таблетка от того, чтобы не набирать вес? Вот все, мы не курим, все. Вот как быть? Да, это по большому количеству исследований это одна из самых частых причин, почему люди возвращаются к сигаретам. Это набор веса после отказа от курения. К сожалению, волшебных таблеток нет. В то же время, да, сам по себе никотин, он снижает аппетит. Те препараты, про которые вот я перечислил, бупропион, у него довольно хорошо известный анорексигенный, так сказать, эффект. Да? То есть бупропион, являясь одновременно антидепрессантом, он и аппетит снижает. В среднем на 10% снижается вес в течение 6 месяцев после начала приема бупропиона. И
Ну, относительно недавно появились целая группа препаратов, которые агонисты GLP-1 рецептора, к которым, например, относятся Оземпик или Маунджара, да, которые постепенно становятся доступны, в том числе дженериков и в странах Восточной Европы и Центральной Азии. По чуть-чуть цена снижается, и у них есть свои побочные эффекты, например, повышение риска панкреатита, вот, но в целом это очень перспективная группа препаратов, которые так позволяют хорошо контролировать вес. Маленький вопросик. А как вы относитесь к топироматам? Топирол, в частности, ну, Для снижения тоже веса. для снижения, он и для снижения веса, и вроде как для лечения табакокурения идет. Ну, хороших данных о том, что топиромат снижает количество людей, переставших употреблять, курить, нет. Вот. Про вес, да, есть такие данные о том, что топиромат может уменьшать. Да. Есть еще, например, среди людей, у которых зависимость от алкоголя, для них есть как бы препарат налтриксон вместе с флуоксетином. Есть даже комбинированные препараты, которые и это позволяет уменьшить тягу к алкоголю, снизить риск рецидива и одновременно еще и контролировать вес. Можно еще как бы с набором веса попробовать одним препаратом, да, посражаться. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.